Что происходит, когда мир, который ты знаешь, решает, что ты ему больше не нужен? Когда твой собственный дом наполняется безумием и огнем, когда сами стены жаждут твоей крови и становятся твоей могилой. Откуда вы, наблюдатели? Оставьте свой след. Ваш лайк и подписка питают этот ритуал. Приятного погружения. Осенний пятничный вечер 1925-го. Аркхам, Массачусетс. Осень. Но воздух был густым и липким от безжалостного противоестественного зноя. Город, казалось, бредил наяву, охваченный тихой, безмолвной злобой. Терпение истончилось. А затем журналист из Advertiser нашел это в своем подвале, расчлененный труп. Винить всем погоду было бы слишком просто. Нечто нездоровое, нечто древнее пробудилось под городом. Федеральный агент Джон Харриган тщетно искал логику в этом безумии. Его стол был завален вырезками об исчезновениях, о телах, растерзанных и обглоданных. В кресле неподалеку сидела Энни, девчонка-беспризорница, но в ней не было паники. Она поднялась, подошла к столу, вглядываясь поверх его плеча в жуткие заметки, и озвучила его тайный первобытный страх. В Ривертауне, говорят, это не звери, говорят, слышали пение. Затем, как по команде, настороженно поднялись. Вместе они двинулись в сторону шума, к двери. На их глазах дерево и латунь замерцали и исчезли. Ловушка захлопнулась. На мгновение воцарилась тишина, нарушаемая лишь отвратительным шумом под ними. И тут Энни указала вниз. Харриган отшвырнул тяжелый стол в сторону. Он рванул край ковра, дверь которой не существовало мгновение назад. Он, не сказав ни слова, шагнул во тьму. Энни последовала за ним. Они приземлились на мягкую, сырую землю. Свет из кабинета над их головами тут же исчез. Люк закрылся, молча отрезая единственный путь назад. Они оказались в узком мистическом коридоре, где воздух был тяжелым от запаха горящего дерева и невыносимой древней вони распада. Проход в гостиную преграждал вибрирующий и светящийся барьер. Харриган понял, это магия. Искаженная геометрия дома предложила им выбор: чердак и подвал. Они разделились. Харриган шагнул на чердак. Смрад гниющей плоти был почти осязаем. Он огляделся, и в тусклом свете, пробивающемся сквозь грязь, он увидел ее. В дальнем углу копошилась неописуемая тварь, пожиратель плоти. Он выстрелил снова. Вторая пуля, кажется, причинила настоящую боль. Тварь пронзительно взвизгнула, метнулась в непроглядную тьму, растворившись в ней. Остался лишь бочонок. Он был практически полон густой, омерзительной сине-зеленой жижи, источавший невыносимый трупный смрад. Энни же шагнула в царство вечного льда. Дверь подвала вела в лабиринт иниевых туннелей, покрытых толстым слоем иния. И тут, в углублении, она увидела его. Старый бочонок, казалось, вмерзший в стену. Она была не одна. Ледяная стена треском взорвалась, и из мириады осколков вырвался огромный ледяной упырь. Монстр взревел и нанес сокрушительный удар, но промахнулся. Энни, не растерявшись, схватила полную пригоршню ледяной крошки и швырнула ее прямо в морду твари. Энни схватила бочонок и, не оглядываясь, бросилась прочь. Из провалов чердака бежал Харриган, крепко сжимая револьвер. И навстречу ему из ледяных глубин неслась Энни, волоча за собой бочонок.
Вместе они высыпали лед и снег на магический барьер. Барьер заискрился и исчез. Путь в гостиную был свободен. Там, посреди хаоса, стояла она, рыжеволосая Элиза. Словно фурия, ее лицо исказило ярость. Ее крик потонул в реве пламени. Она резко повернулась, и свет ее факела выхватил из полумрака Энни. Девочка инстинктивно сжала свой амулет, но ужас был не в женщине с факелом. Он был за ней. Красная мантия и маска. Маска из голого полированного оленьего черепа. Жрец упырей. Тварь двинулась на них, но Энни, дрожа от ужаса, нашла в себе силы выставить вперед руку. Амулет вспыхнул, жрец издал шипение, отшатнувшись от этого чистого, невыносимого сияния. Харриган был лишь темным силуэтом, ищущим момент для удара. Но Элиза действовала первой. Она метнула свой факел вперед. Пламя описало дугу и врезалось в тварь. Наступила тишина. Оглушающая, тяжелая, пахнущая пеплом. Эту проклятую дыру нужно сжечь. Харриган обвел взглядом то, что осталось от его жертвы. «Жги!» И в этот миг дом пожирал сам себя, сгорая с неестественной жадной скоростью. Они бросились наружу, спасаясь из этой огненной пасти. Трое. На тротуаре они стояли, глядя, как огонь пожирает прошлое. «Идите со мной, если хотите жить. Поодиночке мы обречены, но вместе сможем остановить все». Вам понравилось? Ваш лайк — это искра во тьме. Подпишитесь и ударьте в колокол, чтобы не пропустить зов. Для нас это жизненно важно. Увидимся в следующей главе.